Продолжение серии видео про риггинг собаки. Сегодня заключительное видео. Это скиннинг с помощью плагина ng-skin tool. Вот он. Я его уже скачал, установил. Вы можете его тоже скачать. Он бесплатный, устанавливается просто, легко. Там инсталляха и все, ничего больше не нужно делать. Значит, сразу же скажу, что после предыдущего ролика я, как обещал, я доригал оставшиеся лапы. Ну, это вот эти задние, которые были, ну, смотря с какой стороны посмотреть. Вот, и добавил здесь их некоторые там кластера и все такое, добавил просто в группы, чтобы оно, ну, более-менее плюс-минус было сгруппировано. И некоторые контросы тоже подобавлял. Так, если быстро. Вот, ничего такого, просто немножко упорядочил. Вот. И закроем его, чтобы он не мешал. И что я хочу сразу сказать. Значит, почему мы будем использовать именно этот плагин, а не стандартный скин, Paint Skin Weight Tool? Потому что существенное отличие, ну, самое большое его отличие от стандартного скина, потому что стандартный скин, он довольно старый уже, это то, что в ng-skin tool мы можем скинить персонажа послойно. То есть что это значит? Каждый слой будет относиться к своей кости. То есть один слой будет там hip, другой это spine, третий бла-бла-бла и так далее. И если в отличие от стандартного скина вы, например, где-то начинаете работать вот с этой частью собаки, поставили здесь, забыли поставить где-то замочек, дальше работаете с грудным отделом, где-то сглаживаете веса, у вас может произойти так, что веса будут перепрыгивать вот на вот эту часть. Особенно если у вас там Max Influence стоит меньше 5, там 2 вообще, например. Ну, такое бывает. Я думаю, все, кто начинал скинить, он сталкивался с этими мучениями. Даже я иногда с этим сталкиваюсь, когда долго, например, не скиню персонажа именно стандартным скином. Вот. Значит, какие плюсы вообще стандартного скина? Его хорошо использовать, когда у вас персонаж, ну там лицо, например, или какие-то там симуляция ткани, где у вас джойнты, они у вас не в иерархии, а каждый джойнт, он как бы по отдельности находится, и у них, например, общий root. Ну, когда, например, каждый джойнт отдельно. И в таком случае, ну, например, как лицо, да, то есть там каждая кость, вот как здесь, она отвечает за какой-то свой участок персонажа. Соответственно, вы, когда начинаете работать с ng-skin tool, а я, как уже сказал, работа послойна, то есть слой именно отвечает за каждую кость. Всегда будет так, что какой-то слой, он будет выше стоять по иерархии предыдущего. И, например, вот представьте себе, что вот это первый слой, а вот это второй слой. И вам нужно между ними сделать плавный переход. И вы будете, например, вот сделали этот слой, как-то там сгладили, а потом добавили этот слой, он в приоритете выше, и тоже его сгладили. Но так как он в приоритете выше, он влияет больше вот на вот эту часть. И вы будете мучиться постоянно с распределением весов. Например, в стандартном скине такого нет. Там все находится в одном слое, и вы просто со смусом легко это сделаете, и у вас быстро это все получится. Поэтому, если вы сможете с помощью стандартного скина заскинить нормального персонажа, там плечо, область таза, то с помощью вот этого плагина вы только просто ускорите себе работу, и он вам будет приносить только пользу. Окей. Значит, для того, чтобы начать с ним работать, нужно назначить bind skin, или чтобы уже на собаке был какой-то скин, который уже, например, готовый, там, нормальный. Например, представьте, если вы хотите подправить, вот у вас был уже хороший скин, но вы не хотите скинить заново, хотите подправить только там задние лапы. Тут есть такая вот возможность, если нажать эту кнопочку, чтобы активировать вот это все дело, тут есть такая возможность работать с масками. Вы с помощью масок можете задать, с какой частью персонажа вы будете взаимодействовать с собакой, ну, с мешем, чтобы, со скином имеется в виду, чтобы оставшаяся, например, оставалась старая, чтобы ничего в ней не менялось. Ну, чтобы вы за 2 лап не перескинивали всего персонажа. Сейчас я покажу, как это все действует. Значит, выделили, нажали кнопочку Initialized, все, вот зашли в ng-skin tool. И вот здесь мы можем видеть, давайте нажмем Paint, здесь вы можете видеть вкладки, сами поклацать, здесь ничего такого нет, Mirror, это все понятно, я предпочитаю использовать вот этот Mirror. Вот, ну, будем работать с этим. Ну, и тут все стандартно, интерполяция кистей, Smooth, самое важное это вот эти две, даже вот это еще тоже. Вот, ну и смотрите, у нас сейчас
создан только base weight layer, то есть стандартный слой. И нам сразу же нужно добавить веса на эту маску. То есть вот это как раз та маска, которая говорит, с какой частью персонажа будем мы взаимодействовать в данный момент. Ну, мы будем со всей, потому что нам нужно скинуть всего персонажа. И так как у нас рутовый кость не участвует в скине, у нас сразу идет хип, то хип давайте сразу же будем и на него накинем вес единица, потому что, ну, это первый у нас joint в иерархии, мы на него накинем веса 1, а дальше все джойнты мы просто будем так как у нас слои будут, они находиться, каждый следующий слой, вернее, он будет вот так вверх идти, он будет важнее нижнего, и он будет оверрайдить, ну, то есть он будет главнее, и он будет стоять выше в иерархии, и, соответственно, он будет управлять дальше следующими костями в иерархии. Поэтому можем прям все это дело в данном случае сделать единицу. И я еще не нажал flat, у нас сейчас вот этот цвет, это просто показывает наш старый bind skin, распределение весов. Ну, давайте нажмем flat, все. Теперь смотрите, когда мы крутим таз, соответственно, вся собака двигается, потому что на ней распределен вес 1 на всю собаку. Вот, давайте дальше. Давайте дальше перейдем к спайну. Мы создадим layer, create layer и назовем его spine. Назовем spine 0.1. Вот, и теперь следующим шагом нам нужно, ну, то есть с этим лейером это все очень просто. Здесь ничего даже думать не надо. Просто вот давайте сюда единицу, и все, можете про него забыть. А здесь нам нужно задать, с каким джойнтом вы хотите работать. То есть, если вы вот так вот сейчас назначите веса, видите, оно красным цветом будет краситься, по той причине, что он не знает, с каким... То есть вы создали слой, но он-то пустой, вы ничего в него не добавили. Он не знает сейчас, с чем мы хотим работать, поэтому вот так вот красит. Укажите, что вы хотите работать с этим, со спайном. Ну, тоже, как я сказал, вы можете вот указать, что я хочу только с этой частью работать персонажа, а остальное не будет затронут. Но я вам сразу же говорю, что лучше кидать сразу тут единица. Вы говорите, что вы будете взаимодействовать и будете перекрывать существующий скин. Вот, но смотрите, дальше. Тут такой момент. Вы, наверное, задаетесь вопросом, а что я на спайн тоже назначил все единицы? Что это за странный скин такой получается? Да? Но смотрите, основной скин у нас будет происходить не здесь. Этим весом мы всего лишь сказали, что вот этот спайн, он будет принадлежать вот этому слою, и вот он будет принадлежать на 100%. То есть если вы покрасили только половину собаки, принадлежал бы на 50%. Поэтому это просто как бы вы указываете, вот я хочу работать с этой костью. Все, больше ничего. Дальше вы просто переходите в маску, и вот тут уже вы начинаете это все дело красить. И смотрите, как дальше это все красится. Ну, можно хард-кистью это красить. И вот залазьте сюда чуть подальше по иерархии, потому что, как я уже сказал, каждый последующий слой, он будет перекрывать предыдущий существующий. Поэтому вы можете, чем дальше вот сюда будете залазить, тем меньше будет вероятность ошибки. Можете вообще все как бы закрашивать, как с хипсом. Ну, я вот так накидываю просто вперед чуть-чуть. Все. И теперь можно это все дело смузить. Ну, там, например, вот так поправите. Потом все равно мы будем миррорить, поэтому выберите для себя какую-то сторону, с которой вы будете работать. Ну, я, как правило, если там легко скинуть, я всю собаку выбираю. Сейчас только скрою вот этот пол, чтобы он не мешал. И вернусь обратно сюда. Вот. И давайте это дело теперь сгладим. Переходим в Smooth. Нажимаем просто несколько раз. Вы можете выбрать силу, ну, единица нормально. Бывает иногда даже при 0.5 смузим. Вот. И смотрите, очень важно, когда мы работаем со скином, проверять, что вы там сделали. Ну, сейчас понятно, что у нас только 2 джойнта заскинено, поэтому вы сейчас ни хрена нормального не увидите. Ну, кое-что вы можете уже увидеть. Например, можете перейти вот в такую позицию и проверить по анатомии, все ли здесь верно. Ну, я бы сказал, что не все, потому что явно вот эта область ног, она ничем не придавливается. Конечно же, мы не будем на нее давать вес. Поэтому можно здесь какой-то вот с такой интерполяцией отсюда эти веса с помощью нулевого веса убрать. Вот так вот, чтобы живот не зацеплять. Вот, ну а тут может где-то чуть-чуть кожа там тянуться будет. Можете сразу с этой стороны, если хотите, чтобы красиво было. То есть у нас основной момент, где у нас будет работать сгиб, то это, конечно же, там, где живот. Вот, ну можно вот так вот поубирать, потом мы все равно скином пройдемся. Скином и смусом. Вот. И дальше
перейдем в смуз. Можете там, как вам вздумается, менять интерполяцию. Тут вес не забыть поставить 1. Я люблю, когда я нажимаю Flat, я люблю смузить с весом 0,5. Он так более правильно распределяется. Лучше несколько нажать раз по 0,5, чем например, с единицей скинуть. Так, ну можем использовать add, например, вот как раз здесь. Я немножко хочу сюда вес добавить. То есть здесь такой чуть пожестче нужно переход. То есть место это, где будет как раз происходить изгиб. Вот. Ну, не бойтесь, что здесь немножко это дело выглядит так вот хардово. Сейчас мы это все дело сгладим. Смуз троечкой, например. Это я уже жестко, то есть меняйте сами себе интерполяцию, что я хочу добиться более такого анатомического, правильных складок. Вот. На самом деле скиннинг, он может занять и целый день, поэтому я не буду сейчас прям крайне сильно вдаваться во все это дело, чтобы не затягивать видео, конечно, я просто приблизительно покажу, как это все дело работает. Вот. Можно вернуть немножко на свое место, посмотреть, что у нас здесь получилось. Вот. Зацепил, скорее всего. Вот так. Вот, ну, давайте дальше тогда вернемся. Разогнем это все дело. Лучше потом, если, например, не очень будет нравиться, ну, я не сказал бы, что здесь прям все хорошо. Если не очень будет это все дело нравиться, просто потом попозже вернемся к этому месту и немного еще пройдемся. Окей. Давайте следующее, чтобы не зацикливаться. Значит, опять создаем, Paint нажму, создаем новый layer и называем его Spine 0.2. Ну и тоже указываем с весом 1. Не забывайте, если поставите 0.9, у вас потом могут какие-то проблемы с этим быть, не будете понимать, в чем причина. И владим это все. Только не смузом, а replace поставим. Так, единица. Вот, указали, с каким мы будем работать. И опять переходим и уже здесь в маске красим. И смотрите, границу перехода я делаю вот где у нас начинается Spine 0.2. Вот он здесь начинается, ну и, соответственно, я здесь делаю границу перехода. Ну, конечно, смотрите и в плане анатомии, чтобы оно там могло гнуться в том месте. Ну, так, давайте дальше назначим веса. И опять засмузим это все. Только я поставлю 0.5. Лучше 3 раза там, или сколько раз по 0.5 это сделать, чем с единицей. Более предсказуемо ведет себя. Но вот это не обращайте внимания. Это мы все равно потом с помощью слоев все заоверрайдим. То есть это будет сверху все. И по поводу, помните, я говорил, что я хочу небольшие изменения внести в риггинг.
Смотрите, мне не нравится, как вот в таком случае ведет себя таз. То есть, по идее, у нас должно вот это влиять на поворот таза, да, а у нас влияет вот это. Поэтому это из-за чего происходит? Из-за того, что вот здесь у нас, видите, у нас необнуленные ротейты, то есть наш IK сплайн, он проворачивает хиповый джойнт, и это все выглядит не очень. Поэтому я поступил бы так. Например, здесь у нас сейчас на данном случае назначен parent constraint. Можно просто отсюда rotate просто удалить. И назначить прям жестко, что вот этот хиповый контроллер будет у нас через orient им управлять. То есть прям ничего практически визуально не изменилось, но только теперь смотрите, как будет. Видите, если, например, вам нужно как-то повернуть таз, то есть теперь только вы сами будете управлять им. Хотите, можете вернуть как было, но мне кажется, так более правильно, потому что у вас не будут, ну, то есть у вас будут эти контроллеры более разграничены. То есть вы хотите вот так сделать, но вам нужно еще и сам таз тоже будет провернуть, как вас это будет нравиться, как вам это будет нравиться. Вернемся к скинингу. Так, значит, что у нас тут произошло? Ну, давайте проверим, как оно тут у нас происходит. Ну, можно пока так вернуть, вернее, так оставить. Ну, можно вот здесь, где участок ребер, если, к примеру, так подумать, то в этом месте ребра при таком изгибе будут немножко поджиматься. Можно. Ну и можно здесь чуть засмузить. Просто смотрите, как в анатомическом смысле это будет более правильно работать. Ну, вот так. Вернемся назад и оставим пока как есть. Следующее. Создаем. Дальше у нас будет chest. По-моему. Не, это spine. Это еще spine. Вот этот. На самом деле он такой себе по поводу изгибов, потому что тут уже все больше и больше ребра, и поэтому они, конечно, не так гнутся, как поясница. Тоже флудим все в единицу и работаем с маской. Здесь можете сами смотреть, в каких местах вы хотите и насколько у вас эти ребра будут тут прогибаться. Ну, чтобы было, опять, как я сказал, анатомически правильно. Лучше закрашивать настолько, чтобы при смузе, потом, когда вы будете смузить, чтобы оно вот сюда у вас не полезло, этот смуз. Пусть он где-то здесь вот желтым нарисуется, а на ваш основной вот этот участок, который будет отвечать за результат, он не повлиял. Ну и смузим весом 0,5. Например, там по несколько, смотря в каком месте. Все, надо посмотреть, как оно сейчас будет работать в местах, где ребра, чтобы оно не выглядело как пластилин. Например, там как-то можно поджать здесь немного. Но опять, как я уже сказал, анатомически эта кость не то, что не совсем верно, но здесь в этом месте позвоночник, он, сами понимаете, он не такой гибкий, как, например, там, где поясница, поэтому учитывайте это. Можете вот эту часть сделать менее гибкой. Вот. Вот так. Но это не обращайте внимания. Вот видите, уже что-то вырисовывается. Так, сделаем так. Дальше. Следующий у нас идет chest. Там вообще, по-моему, там гнуться даже нечему. Но тем не менее. Фладим. Ну и маской рисуем. Ну, здесь будет вообще самый странный, наверное, скин. Здесь вам нужно будет сделать такую работу, чтобы и чест заскинуть, и чтобы при этом у вас это все дело выглядело нормально. Можно на самом деле сделать тупо такие же веса, как и это было.
в предыдущем Spine 3. Ну, чуть-чуть забежать сюда. Но все равно тело, вы же понимаете, это тело, оно не может быть все равно как кирпич, да, то есть даже если там это чест или таз, там, ну, все равно чуть-чуть это будет, телодвижения какие-то будут чуть-чуть происходить. Потому что, ну, все равно, как ни крути, даже грудной отдел, он гибкий. Он не может быть полностью как бетон. Поэтому имейте это в виду. Просто смотрите, чтобы у вас при работе вашего риггинга, вернее, рига и персонажа это все выглядело нормально с разных ракурсов. Это выглядело как собака. Дальше. Что у нас тут дальше идет? Neck. Не обязательно тут идти вот так вот последовательно. Это вы сами выбираете, как вам идти. Просто примите во внимание, что вот каждый новый слой, он выше по иерархии находится, и он, соответственно, перекрывает нижний. Их можно, конечно, там местами менять, но не обязательно идти вот тут последовательно. Опять фладим, опять делаем это все дело вес. Смотрим, чтобы где рот, то есть где у нас здесь замоделен рот, тоже там какие-то были веса, потому что чем ближе будет к голове, тем больше у вас будут такие проблемы, когда на рот вы забудете кинуть вес или не заметите на рот, и в том месте, соответственно, рот может вылазить сквозь меш, гортань, будет искажение. Можно еще туда ближе к кости. Ну, так достаточно. Ну так, здесь побольше уже будет этих лупов. Поэтому может тут прям единицу поставить и так вот по несколько раз. Ну и шея, она чуть более гибкая. Ну, понятно, что сейчас она грубо очень сгибается, по той простой причине, что мы сгибаем не здесь, мы всю шею сгибаем. Поэтому пока несколько раз как-то там пройтись можно фладом, а потом, если что, уберете, где-то там, или добавите. Давайте сразу же добавим еще вот эту и следующую. Create layer. Neck. 0.2. Здесь тоже единица. Replace. Фладим. И рисуем дальше. То есть вы можете видеть, что если сравнивать со стандартным байнскином, здесь вы намного более комфортнее себя чувствуете в работе с этим плагином, чем со стандартным, с этими замочками постоянно мучиться, когда где-то что-то там забыл или криво работает, и какие-то веса плохо распределились. Здесь такого нет. Здесь вы имеете больше контроля над скинингом. Давайте единицы смузить. Я много раз сюда клацаю, потом жду, пока оно все это дело просчитается. Здесь нужно, конечно, понять, чтобы таких вещей не было. Ну, думаю, понятно, что здесь не хватает смуза. Можем вернуться на предыдущий слой. Вот видите, когда переключаюсь, оно остается все равно на маске, поэтому можете сразу здесь что-то, например, вот там какую-то часть удалить. Например, можно вот здесь реплейсом в том месте, где ну, явно оно не будет сгибаться. Можете поработать. Здесь будут лопатки. Кстати, ну, насчет лопаток можете не париться, потом с помощью следующих слоев мы лопатки здесь все равно подзакрасим. Ну, соответственно, чтобы не было здесь хард такого перехода, здесь сейчас сделаем, просто просмузим это все больше. Вот сюда. Чтобы у нас более было это все дело похоже на живую шею. Сейчас дальше. Дальше будете смотреть. То есть я немножко отсюда убираю веса. И отсюда тоже. Вот
так где-то. Но опять же, надо смотреть было это тоже повернуть. Вот мне не нравится сейчас, как ведет себя вот это место. И я, наверное, сейчас 2 контрола так проверну, чтобы видно было. Ну вот где собака, соответственно, не может иметь никаких там изгибов, где уже там грудь. Конечно же, оттуда надо эти веса убирать. Смотрите, ну, может показаться, что странно, да, сгиб, но вы же понимаете, что вы когда собака нагибается, чтобы что-то там с пола взять, она же будет это делать вот так. То есть, и думаю, это понятно. Вот. И, соответственно, тогда в таком случае, ну, то есть со всем телом, со всем остальным, в таком случае это будет нормально сгибаться. Сейчас я просто работаю с шеей, хочу добиться, чтобы это выглядело нормально. Было бы еще, конечно, хорошо, если была бы текстурка на ней. Но здесь нету. Вот. И в таком случае можно было бы еще по текстуре смотреть, насколько тут все хорошо или плохо. Можно опять поставить, чтобы он так сильно не сглаживало резко. Все равно здесь будут какие-то изменения кожи, по-любому, как ни крути. Вот здесь особенно. Поэтому можно чуть-чуть сюда вес добавить. Окей, ладно, давайте не будем. Давайте посмотрим, что у нас тут со второй нашей вот здесь вот. Еще. То шея, она должна выглядеть, ну, она должна подвижно, природно выглядеть. Желательно, чтобы не было каких-то там резких складок, искажений. Ладно, давайте в 0 вернем и сделаем head. Не забывайте все в 0 возвращать, потому что он может себя не очень правильно повести. Head. Так, единицы надо зафладить. Ну и здесь, как я уже сказал, не забудьте народ кинуть хорошо. Вес внутри, потому что вы можете получить искажение. Ну, тоже смотрите, где здесь череп в плане анатомии, где он сгибается, где нет, чтобы у вас все было правильно. Ну, зубы здесь уже как ваши, по вашему желанию. Так, все. Ну и смотрим. То есть, значит, например, здесь можно, наоборот, чуть подубрать. Ну, там же у нас кожа на шее, да? Здесь, хотя пусть так будет. Так, и здесь у нас, просто у нас после смуза сюда прыгнут наверх на череп веса, и чтобы это было нормально. Как-нибудь вот так. Ну и все, давайте попробуем смузануть. Давайте глянем, что будет. Вы же понимаете, что собака будет сгибать шею, скорее и использовать вот эти тоже контролсы.
Так, а здесь у нас изгиб будет больше. Да, хотя, в принципе, я не сказал бы, что здесь что-то прям сильно плохо. Смотрите, при разных таких вот изгибах, какие там при этом образуются подтяжки. Давайте глянем, как будет работать вся шея. В принципе, для нашего урока мы тут сейчас не делаем какой-то типа мегапроект. Для нашего урока, в принципе, будет достаточно. Ну, как я уже сказал, собаку надо выставлять в позу нормальную. Она не будет стоять грудью вверх, а голову резко вниз. Поэтому это дело примите к сведению. Ладно, давайте вернемся к остальным. Что у нас там сейчас по счету? Челюсть. Ну, тут, в принципе, тоже то же самое. Тут будет немножко сложнее. Конечно, легче эти вертексы выделить вручную, чем красить сюда кисточкой. Можете, знаете, как сделать? Сейчас покажу вам. Сейчас немножко закрашу, чтобы выглядело по-нормальному. Так, здесь надо у нас поставить другой режим. Не знаю, сработает. Нет, наверное, не то. Ладно. Просто проблема вся в том, что здесь у нас внутренности, которые будут постоянно создавать нам проблемы. Поэтому можете сделать, к примеру, вот так открыть пасть и, по примеру предыдущих костей, все это дело вот так красить и смотреть, что у вас тут отвалилось. Например, вот эти зубы. Язык. Ну, язык у нас есть отдельная кость. Я не уверен, что я буду скинуть язык, я вам сразу скажу. На нем даже контролов нет, но его скинет точно так же, как и скинется все остальное. Челюсть и... Так, я что-то не могу попасть. Челюсть и так далее. Раз, просто прискинем язык к челюсти к нижней. Так, ну тут прям так идеально можно... Главное зубы просто, потому что зубы, они... С ними так просто не получится. Прям идеально не будем сейчас. Просто нужно понять, где сгибается челюсть. И сейчас, так как мы пройдемся сейчас фладом, оно, ну, этим смузом имеется в виду, оно сейчас здесь все плюс-минус засмузит. Ох, видите, это походу так работает, наверное, волум. Я не знаю, волум, надо поклацать. Ага, вот как скрин работает. Это новая у них фишка такая. Хотя давайте закрою, сейчас гляну, что будет. Это разные, раньше их не было в первой части. Ну, так как я уже сказал, мы работаем со слоем, поэтому здесь это все дело очень легко поправить. Сейчас я обратно открою, чтобы видеть, что сломано. То есть это разные, походу, режимы проекции. Там, например, сквозь меш, чтобы там дальнюю меш зацепляло. Типа как backface cooling, это типа такого в моделинге. Уберем все места, где оно может сгибаться, не сгибаться. Ну, давайте попробуем смузануть. Давайте здесь 0,5. 3 раза по 0,5. Ну, вот уже видно, что здесь слишком к небу оно все дело это пристало. С неба уберем.
с верхних зубов. А сюда на нижнее наоборот добавим. Не забывайте, что здесь у нас будут места места, где у нас будет растяжение идти кожи. Соответственно, здесь, конечно же, нужно, чтобы оно было довольно гладко. То есть собака, когда будет открывать рот, тут все это дело должно тянуться. Ну, туда, аж до уха. Ну и, соответственно, сюда тоже. Ну и чуть-чуть там это будет зацеплять и верхнюю часть кожи тоже. Просто смотрите, чтобы оно нормально себя вело. Ну вот здесь, например, ненормально. Может попробовать, сейчас вернем назад. Может наоборот попробовать. Добавить здесь смуза. Сейчас глянем, как будет. Ну, в принципе, да, вот со смузом может получше будет. Здесь просто резкий очень переход был. Ну и здесь тоже, чтобы такая ямка не образовывалась. Тут же все равно у нас трахея дальше идет, поэтому, в принципе, она чуть-чуть будет двигаться. Это будет нормально выглядеть. В принципе, нормально. Складка даже такая резкая образуется. Будем вот эту сторону брать для мирроринга. Так, сейчас включу сетку. По сетке тоже можно определять, нормально работает или нет. Ну вот, я бы не сказал бы, что мне нравится, как здесь работает. Почему? Потому что, по сути, здесь, в этом месте у нас находятся мышцы, да, которые это все дело сгибают. Соответственно, тут тоже как-то должно это все дело отрабатывать. Ну, там, может, чуть-чуть к уху. Ну, хотя бы так. Ну все, челюсть, в принципе, работает. Так, дальше. Это у нас Джо было. Дальше язык. Не буду я его скинуть. Пусть так и остается. Upper lips это тоже, это верхняя и нижняя губа. Ну, оно плюс-минус также скинется. Просто там сделаете вот такой смус и смотрите, чтобы эта губа по собачьи поднималась. Вот, вернемся к ноге, к правой ноге. Вернее, дальше продолжим. Аэрскапла. Так, опять единицу не нажал. Так, ну со скапулой вы можете всю, в принципе, тоже правую ногу забить весами в единицу. Но вообще, на самом деле, вы будете работать именно с лопаткой. То есть это вот плюс-минус как-то так. И аж сюда наверх, потому что здесь лопатка заканчивается. Лопатка довольно такое, не сказал бы, что прям легко скинется. То есть подготовка где-то такая приблизительно. Такой смузинг. Наверное, еще я такой, чтобы отсюда поубирать веса. Так, и покрутим давайте ею. Ну вот видно уже, что не все тут хорошо с ней. То есть она должна перемещаться вся.
А значит, нам надо немножко распределить веса так, чтобы они у нас были примерно и здесь одинаковые. Оп. Что у нас тут видно? Видим, что когда мы вперед поворачиваем, вот здесь у нас сильно вот искажения вот такие происходят. Можем немножко так пройтись. Ну и помните, что вот здесь эти места, они, ну это мышцы, конечно, но там и кость тоже есть под низом. Не сильно не переборщите со смузом. Здесь наоборот даже лучше вот немножко сюда добавить. То, что вы, по сути, вот этой частью лапы вы дальше должны двигаться вот так сюда. Иначе вы таким образом себе уменьшите вот эту часть, она будет выглядеть как резиновая. Ну и здесь тоже, соответственно. Нужно довольно такое, скажем, некомфортное место для скинга, но вам нужно это научиться делать. Давайте в другую сторону. Вот, здесь уже чуть более-менее лучше стало, но не везде еще. На вес лопатку наверх чуть лучше добавить веса, чтобы видно было хорошо, как она работает здесь, когда вы, например, будете вот такие действия производить. Вот так, например. Ну и, соответственно, я обращу ваше внимание, что точка выбора пивота тоже имеет значение, насколько красиво она у вас будет смотреться. Я бы немножко сдвинул бы вперед. Хотя, в принципе, и так более-менее достаточно. Ну и здесь тоже мы видим, что у нас при таких ситуациях идут искажения. Можно немножко сюда добавить веса. Ну, все равно же здесь тело будет подгибаться правильно, когда мы будем двигать лапой. Ну и здесь такая же ситуация. Вы смотрите, как я здесь переключаю. Replace add. Это я использую всего лишь 0.1, потому что если будете единицу использовать, вам надо добавить туда столько весов. Вот. Ну, здесь нужно понимать здесь, что где у нас тут будет жесткий переход, где более плавный. Нужно не переборщить с этим, чтобы оно выглядело красиво. Это место, чтобы оно тонко не выглядело. То есть скином вы можете сделать некоторые такие вещи, которые, к примеру, заменят даже несколько джойнтов. То есть вы можете просто сделать, что оно будет выглядеть плюс-минус похоже на реальные мышцы, как будто вы туда добавили джойнт. Все это будет зависеть от уровня того, кто скинет. Ну вот уже это выглядит поприятнее. Вот почему я чуть больше уделил внимания ключице, а не быстро это все сделать, потому что я понимаю, что это реально важное место, с которым у вас 100% возникнут вопросы тут, и я просто немножко покачественнее решил это дело все сделать. Не забывайте, что у нас потом будет mirror, поэтому здесь тоже желательно все это дело просмузить нормально до середины. Так. Ну все. Думаю, такого будет достаточно. Более-менее оно похоже на то, что мы ищем. Ну, может, чуть-чуть можем здесь еле-еле смузануть. Наверное, даже не 0.5, а 0.2. Так, вот здесь, наверное, не надо. Так и оставим. Ну, то есть ваша основная задача не утончить ногу, чтобы здесь мышца у вас не исчезла. Вот эти вот имеется в виду вещи. Чтобы оно, все это дело было похоже на
Реально. И чтобы когда вот такие перемещения вертикальные были, чтобы у вас не было, что одна часть обгоняет другую. Соответственно. Дальше. Так, ну довольно сложный участок. Давайте дальше займемся по ходу дела. Ну, так и назовем. Я больше ничего не придумал. Можно анатомически назвать, как вам удобно. Опять заполняем это все дело. Так, смещение. Скорее всего, лопатка где-то в ноль не стала. По какой-то непонятной причине у меня есть смещение. Ну, можно видеть, вот я скиню, оно сдвигается. Где-то что-то не обнулено. Или я где-то в риггинге допустил промах. Так, так, так. Да, странное дело, почему оно идет смещение. Ну, в общем, давайте пока дальше скинем. Непонятно, почему оно так. По какой-то причине вот этот joint, он не обнулен. По какой? Не могу сказать. Вот это тоже не обнулен. Ладно. Ладно, в принципе, ну, то есть здесь есть небольшая оплошность с моей стороны. Идет небольшое смещение костей, то именно в процессе риггинга, возможно, когда я спину ригал, нужно пересматривать видео, я, возможно, где-то случайно крутанул, или мне при создании там констрейна где-то, или при отматывании там назад, короче, в общем, здесь я не обнулил. Ну, просто, если, понимаете, сейчас это можно на самом деле сделать, но мы не будем этим заниматься, потому что урок сейчас не в этом заключается. Сейчас пока не надо точно этим заниматься, обнулять, потому что у нас есть понятие байнские ноды, как я уже рассказывал. Давайте пока просто не будем обращать внимание, что здесь идет такое смещение. Просто знайте, что это не очень правильно. Вот. Будем пока делать так, как оно уже это дело есть. Ну, не обнуленные и не обнуленные. На скинних это не повлияет. Немножко некомфортно, конечно. Ничего страшного. Так, это у нас вот этот сустав. Кстати, сейчас заново придется плюс-минус делать то же самое. Опять поворачиваем, смузим, смотрим, чтобы оно анатомически правильно двигалось. Ну, тут тоже, соответственно, добавлять, может, чуть-чуть на живот, добавить весов. Но опять не переборщите, потому что если собака будет куда-то в бок уводить лапу, у вас будет постоянно здесь двигаться кожа на животе, это точно то, что вам не хотелось бы видеть. Та же самая ситуация, не делаем мышцу тонкой. Я, может, слишком далеко увел лапы, ну, так вот можно. Так, ну, по сути, почти то же самое, что я там делал, только мы сюда это переносим. Можно было по ходу там так не вывозить
это все дело. Здесь более вот эта кость, скорее, более важна. Ну, хотя, что уже об этом вспоминать? Уже сделано. Так, пока оставим так. Чуть смузану и хватит. Да, вот такие вещи, чтобы не происходили. Тоже смотрим. То есть нам надо найти компромисс между вот таким, например, положением лапы и когда, наоборот, лапа, наоборот, в другую сторону оттопырена. Вот в таким положением. Ну, как можем видеть, вот в таком положении ее, походу, все равно, поэтому можем здесь какие-то продолжать делать телодвижения. Вообще, на самом деле, лучше посмотреть, конечно, по фотографии, насколько, как вот здесь у реальной собаки это все дело происходит, потому что я сейчас по памяти пытаюсь вспомнить, где там какие мышцы, и это может на самом деле не очень хорошо выглядеть, видите? Так, отмотал немного назад. Ну, тут явно что-то не то, поэтому, скорее всего, я лучше это дело отмотаю назад. Не буду туда так много весов распределять. Ну, вот пока пусть так будет. Так. Ну, чуть-чуть здесь подсмузю и хватит. Я думаю, основная идея понятна. Нужно зайти посмотреть, как анатомически расположено здесь это все дело. В общем, ладно. Давайте дальше вернемся к лапе, чтобы закончить ее. Ну, здесь уже чуть-чуть полегче будет. Здесь у нас по суставу идет работа. Ну, здесь у нас уже ИК работает, потому смотрим, как у нас здесь ИК отрабатывает. Ну, вот тут такие вещи вы можете просто здесь скомпенсировать лопаткой. Вот так, например. Если не очень выглядит это все дело. Ну, или, например, если вы в другую сторону двигаете. Я имею в виду вот эту верхнюю часть, которую я говорил, что нужно... Так, это у нас полвектор. И нужно будет посмотреть в плане анатомии. Можете просто это дело таким образом компенсировать.
Вот, в зависимости, куда смотрит лапа. Так, давайте, значит, опять. Что у нас здесь? Надо сделать небольшие прижатия вот в этом месте. Здесь пока не будем. Можно еще. То есть как бы мы здесь прижимаем наши мышцы. Ну и с этой стороны можем тоже немножко добавить, чтобы в таких положениях сильных изгибах не было сильного прям пролазания меш в меш. Чуть-чуть там ничего страшного, так даже лучше. Но вот прям сильно, чтобы не было. Думаю, так достаточно пусть будет. Так, ну, дальше уже тут продвигаемся здесь. Начинает быть все проще и проще, примерно по тому же самому принципу. Работа с суставами. Это уже легче, чем, например, грудной отдел. Так, ну, как я уже сказал, у нас смещение идет. Какой контроллер сместил, это все, ну, в общем, в процессе риггинга, как я уже сказал, нужно было отслеживать. Да, здесь вот эта вот такая пяточка задняя немножко будет создавать проблем. Нужно понять, в какую сторону она там сгибается вообще. Но здесь уже на самом деле не настолько прям все идеально. Важно, смотря насколько близко к камере будет находиться наша собака. Поэтому, ну, это, конечно, не очень хорошо. Сейчас это будем, наверное, вместе пяточки этой будем сглаживать. Но опять же еще влияет то, что у нас смещение рига пошло. Так, наоборот, надо 0 здесь. Так, еще раз надо глянуть, где у нас там этот момент изгиба.
попробую несколько вариантов разных. Может, вот так будет лучше. Ну, так, плюс-минус более-менее. Ну, еще надо, например, чуть добавить. Складочку. Видите, вот на такие вещи можно реально потратить на скин этой всей собаки там день. То в зависимости от сложности. Так, ну, тут мне не очень тоже нравится, как оно работает. Или наоборот удалить. Посмотрим, как будет, если удалю. Да, лучше отсюда вообще удалить. Не нравится мне, как работает. Ну, можно, конечно, так сделать. Сейчас оно не очень работает. Еще бы, может, пивот подвигать, ну, или саму кость. И, может, еще чуть лучше бы результат получился бы. Ну и вообще, как я уже сказал, посмотрите в интернете, где именно анатомически идет точный изгиб. И в том месте это дело все заскинить. Нет, это хуже. Ну, в общем, давайте пока так оставим. Потому что, как я уже сказал, здесь с этим можно
долго очень возиться. Чтобы не затягивать это все. Предполагаю, что здесь тоже некоторые кости могут оказаться, которые лучше было бы сместить пивоты, ну, сместить джойнты. Такое вполне возможно будет. Так, ну, лапа она у нас работает вот где-то плюс-минус отсюда. Сейчас подниму чуть лапу выше. Можно немножко поджать пяточку, чтобы не чувствовалась вот эта как ступенчатость. И при таких граничащих изгибах. Ну, в принципе, с этим здесь нормально выглядит, более-менее. Здесь, конечно, мне не очень нравится. Ну, в эту сторону нельзя, вот прям глаз режет. Ну, может, вот так оставить, пусть уже там это с этой пяточкой, ничего страшного. Ну ладно. Так, ну и последнее, это у нас там когти. Ноль пять. Так, это левая. Ну, и здесь по суставам. Здесь, как и говорил, возможно, лучше бы сдвинуть joint, потому что, ну, если, в принципе, нравится, можно и так оставить. Так, ну, смотрите.
одна лапа заскинена. А это значит, что и вторая лапа тоже заскинена. И вы можете уже в таком случае миррорить. Я все пытаюсь эту лапу исправить, но она прям ужасно выглядит. Так, ну в таких случаях можно прям жестко вот так сделать и заново попробовать. Просто видите, из-за того, что там смещение пошло, но вот так вот стало некрасиво это все дело. Плюс еще joint расположен так, который бы хотелось бы немножко сдвинуть по-другому. Поэтому так и получилось. Такой хороший, прям ответственное место, и так вот так выходит. Ладно, не будем уже зацикливаться, не буду я его больше трогать. Значит, что мы получили? Что у нас вот эта часть работает. Если надо нам подвинуть, то мы можем таким образом это все подвинуть. Вот, ну, конечно, полвектор тоже работает. Какие-то там складочки можно дорабатывать, если не нравится. Вот, ну давайте уже быстро пройдемся по задним лапам. Я все же, наверное, сделаю их. Ну, там плюс-минус то же самое. Вот она у нас. R leg 0.1. Чтобы вы уже имели представление, как задние лапы скинется. Ну, открою секрет, это примерно так же, как передние. Так, сейчас уберу там лишнее. Так, нормально смузим. Ну, начинаем с таких телодвижений, смотрим, как оно себя ведет.
где-то видим, где там что-то утоньшается, утолщается, правим. Здесь, наверное, это слишком. Сейчас уберу. Так, окей, пусть так будет. Скопирую это имя слоя, то я уже что-то не хочу вводить заново. Чуть побыстрее ускоряюсь, потому что и так затянул уже видео. Но я, как уже сказал, собаку можно целый день скинуть и возиться там с ней, поэтому это еще быстро. Тут уже почти все сделано. Главное, чтобы сейчас не попался такой же сустав, как там предыдущий, который будет прям ужасно выглядеть. Так, сразу добавлю сюда чуть-чуть на сгиб весов. Посмотрим. Ну, может, чуть-чуть вот сюда на мышцу. Вам надо находить золотую середину между вот здесь этими всякими сжатиями и правильной работой. В зависимости от того, какие у вас будут анимации, там, уже от этого рассчитывайте, чтобы она нормально выглядела при ваших анимациях. Меня так пока в данном случае устраивает. Так, 0.3. Где он там? Вот он. Ну и сразу чуть здесь, ну, тоже у нас смещение идет.
По хилу не забудьте тут пройтись, а хил тут двигается. Смещение вот это вот, что я сказал, необнуленные ротейты. Не очень хорошо, конечно, с этим вышло, но такое иногда бывает. Это можно исправить. Так, ну, здесь будет у нас по хилу должны какие-то телодвижения происходить. Вот. Ну, они сейчас, в принципе, и происходят. Оставим. Так, это левая. Где там наша нога? Вот она. Ну, осталось уже совсем чуть-чуть. Скоро будем миррорить. Так, ну здесь уже все плюс-минус повторяется, как у нас было с предыдущей лапой. Тоже сгибаем, смотрим, как оно там будет себя вести. Сейчас подниму чуть-чуть, чтобы хватало места. Кстати, вот такие искажения тоже можно исправить с помощью рига, чтобы не было вот таких, не происходили таких вещей. Так. Нет, наоборот надо. Пяточку чуть подсмузить. Чтобы она чуть мягче выглядела. Ну, в этих местах оно, вы же понимаете, что так близко к камере вряд ли оно будет. А если будет, у вас должно все же получше немного быть собак качеством, а не как у меня в видеоуроке. Так, готово. Ну и последний, ну как последний, у нас еще хвост есть, ну там это все будет дело очень быстро и просто. О, четко попал. Ну, то есть можно видеть, что это все можно очень быстро делать. Вот, если приловчиться там и уже, например, часто таким занимаешься, то можно это все дело на конвейер поставить, и можно с помощью этого плагина очень быстро все это дело скинить. Все, я даже проверять не буду, меня устраивает. И остался хвост. Давайте назовем tail bun. Так, ну здесь все просто. Не будем там вообще с ним запариваться. Самое главное это вот первый сделать. Все. Просто в том, что вам нужно, чтобы он просто красиво сгибался и все. Без таких искажений. Ну, как-то так. Пусть будет. Наверное, еще стоит убрать веса.
Ладно, так пусть останется. Все, меня так устроит. Ага, еще там искажение. Все, пусть так. Тем более хвост он будет сгибаться не одной этой, конечно же, этим контролом, кучей там контрола будет сгибаться. Так, у нас будет гибкий, конечно, тут чем больше смузите, тем лучше. TL3. Уже почти закончили. Кстати, можно поставить двойку, но только аккуратно с таким уровнем смуза. Чем больше ставите, тем сильнее он будет искажать. Так, создадим все, а потом уже подсмузим. Все, ну и теперь давайте в бублик закрутим и посмотрим, как он будет выглядеть. Он, скорее всего, ступенчато будет выглядеть. Ну, в принципе, более-менее. Ну и ищем, где такие самые места критические, которые можно больше сгладить, чтобы он выглядел более натурально. Так, ну вот и все, в принципе. Тут есть еще в начале небольшое. О, четко. Вообще, отлично. И, значит, дальше заключительный, я сейчас верну в ноль, все, заключительный этап нашей скиннинга собаки. Нам нужно это все дело замиррорить. Я использую стандартную систему. Значит, здесь у нас работает, здесь работает. Так, вот здесь веса не назначили. Это у нас что? Хорошо, что... Так, это как... А, это другая сторона, все нормально. Так, все работает. Теперь, смотрите, следующим шагом нам нужно вот это все дело превратить в обычный скин. Здесь есть такой в разделе Tools Delete All Custom Nodes. Нажимаем, только смотрите, он спрашивает, что вы назад уже не вернетесь. Я согласен. Все, теперь вы уже не можете это использовать. Ну и все, теперь у вас остается только сделать Mirror, Skin Weights. Значит, здесь мы выбираем, по каким осям, плоскостям мы будем миррорить. У нас в данном случае плоскость YZ, которой мы работаем. Ну вот если разделить. Ну, соответственно, выбираем YZ. Ну и здесь выбираем Z у нас позитивное или негативное. Ну, здесь у нас Z позитивный, то есть собака смотрит мордой туда. Ну, вот получается, галочка это стоит. Здесь еще есть некоторые настройки, можно поклацать, посмотреть, какая будет между ними разница. Ну, удостоверимся, что здесь все в ноль. Ну, знаем, что у нас там не все в ноль, ну, то такое. И нажимаем Mirror. Ну, все. Теперь... Так, теперь ничего не работает. По какой причине он ничего не работает? Потому что мы... кое-что неправильно сделали. Сейчас отмотаю и покажу. Так, я отмотал, сейчас работает. Мы не выбрали ось. Еще раз. Хорошо, что я эту ошибку допустил. Mirror Skin Weight. Мы не выбрали, значит, это немножко не то. Вот это Positive Negative, это немножко не то было, о чем я сказал.
Это вот здесь нам подсказочка x плюс и минус x. То есть это вот как раз наша сторона, откуда будут куда копироваться. Нам надо, чтобы копировалось вот отсюда туда. То есть получается с минуса на плюс. То есть отсюда туда. Соответственно, эту галочку надо убрать. Вот там и была ошибка. И еще раз нажать Mirror. Там прыгнуло, это как раз наш косяк этим. Все, теперь другая часть собаки работает. Хвост тоже будет работать. Все, там все эти полвектора, если их подвигать, все это работает. Лопатки. То есть, ну такой удобный скиннинг. Если немножко где-то какие-то есть искажения, открываете стандартный скин и там правите. Например, при вот ну как здесь, к примеру. Вот. Просто обычный. И смотрите, вот что влияет. Ну вот сразу уже нашли смуз. Чуть-чуть подсмузили. Ну такое, в принципе, неизбежно. Вот. И я не буду проходиться по всем. Я по-любому уверен 100%, что здесь найдутся где-то еще такие искажения, потому что он копирует жестко. Он же сам не будет за вас это сглаживать. Поэтому где-то здесь могут быть такие вот вещи. Просто проверяйте, чтобы все работало. Ну, вот видео, конечно, затянулось. Ну, как я уже сказал, скин, но риггинг быстрее значительно делается, чем скин. Поэтому вот так вот. Ну все, счастливо.